Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Сегодня я вам покажу и расскажу топ-5 кормов для аквариумных рыб, которые есть у меня на разводне и которыми я кормлю своих подопечных. Я думаю, видео будет достаточно интересное, поэтому кто не подписался на канал, подписывайтесь, поставьте сразу лайк. Приятного просмотра! Сегодня уже вечер. Рыбки готовятся к приему пищи, поэтому я думаю, кушать они будут очень хорошо. Ну смотрите, Данюхи уже смотрят, что здесь происходит. Когда будем кушать. Фернеция тоже в ожидании. Производители тоже смотрят. Вот эта банда вообще красавцы. Они всегда готовы к приему пищи. И вот эти вот наши товарищи, смотрите, красавчики. Видят, что я здесь работаю и ждут кушать. Ну, нижний ряд у нас без изменений. Сомики, коридоросы, крапчатые, Венесуэла оранж. Здесь тернеция, всякая разная, крупная. Как обычно, неон. Итак, друзья, ну первый и основной корм, которым я кормлю рыбу, это гранулы Коппинс 0,8 1,2 мм. Короче, этот корм едят все без исключения рыбки. Начиная уже с месячного где-то возраста, я уже всех мальков приучаю к этому. Он полнорационный корм и хорошо усваивается рыбками. Не мутит воду и не красит ее. Обычной ложкой насыпаю ее, вот пожалуйста. Рыбка с удовольствием его кушает. Не проходит и 30 секунд, и практически ничего уже нету. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, всеядная и вездесущая рыбка. Данио тоже кушает такой корм. Все у них хорошо. А вот гупики пришли ко мне. Я Данио даю кушать. А гупики здесь столпились, тоже просят. Сейчас и им дадим. Вот, пожалуйста, дождались. Тоже кушают с удовольствием. Все, что упадет на дно, подберут анциструсы. Вот они здесь у меня находятся. Вот они. Вот сидят красавцы. Трапеза и у этих началась. Самы на дне оживились тоже. Им достается достаточное количество. Эти малыши уже поели, ждут вторую ложку. Да, их здесь много, я им даю здесь 2 ложки сушки. И не могу себе отказать в удовольствии посмотреть на эту трапезу. Нравится, что рыбка такая яркая. Прямо светится. Пожилые тоже кушают нормально. Так, крапчатые тоже начали кушать. И крупные анциструсы тоже присоединились к этой команде. Все, что падало, похватали тернеции и неончики. Кстати, это неончики недавно нерестились, ну такой не особый был нерест. Будем их через недельку отсаживать еще раз. Ну, это такие старички мои, скажем так. Так, венесуэльцы. Венесуэльцы едят, молодцы. Мы им потом еще дадим
живого корма. Посмотрите, как они еще живой корм едят. Они сейчас, как они едят сухой, смотрите. А потом увидите, как они еще будут есть живой корм, который мы им дадим. Вот здесь тоже компания анцитрусов подростков. Знают свое дело и любят такой корм сухой. А есть у нас вот такой еще живой корм. Аулофорус. Мы его потом по этим всем нашим лоточкам соберем и дадим рыбке. Ну, эти тернеции, они никогда от еды не отказываются. Вечно голодные. Вечно голодные. Но мы им дали сушки немножко. Не забыли мы, конечно, и про наших штербов. Коридоросов штерба. Тоже им сюда немного дали. Чтобы они не переедали особо. Ну и вот неоны, старички тоже кушают. Гранулы, не отказываются от них. Ну и молодежь тоже не против. Вместе с сомиками крапчатыми здесь живут они. Тоже кушают сушку. Ну, третий корм, конечно, вы же знаете, какой у нас. Это Артемия постоянно колотится здесь. Обычно кормлю мальков ей и производителей. Ну а какой четвертый корм, вы узнаете немного попозже. У кого есть какие-то мысли, пишите в комментариях. Вот такое небольшое количество аулофоруса собрали мы с губок. Ну, я думаю, для мальков и для сомиков будет достаточно. Сейчас мы вбросим понемножку этого лакомства им. Короче говоря, самам, кроме аулофоруса, можно ничего не давать. Они, короче, за него сражаются жестко. Вон там, смотрите, крапчатые. Поймали кусок аулофоруса, который попал к ним. Это вообще... Вот, смотрите. Вроде бы как смотришь иногда там телевизор и показывают, как акулы там рвут куски мяса или рыбу. Вот такое типа и здесь происходит. Минута, ничего нету. Вот смотрите, 3 дня назад пересадил тернецию разноцветную, которая у нас была в нерестовичках 10-литровых. Вот она за неделю, ну, прямо заметно как подросла. Ну, не за неделю, там, за 3-4 дня, да. Прямо заметно, какая она была в нерестовике и какая сейчас стала. То есть, этот момент пересадки нужно не прозевать, потому что, чтобы рыбка не затянулась. Во-первых, здесь больший объем, практически в 14 раз, 140 литров аквариум. И здесь, ну, ей есть место, где поплавать. И она так быстрее растет и развивается. А вот у меня в этом нерестовике есть тоже тернеция подросточки. Ну, они буквально там на дней 7, наверное, меньше, чем те, которые я вам только что показывал. И мы сейчас этих всех выловим и то же самое посадим к тем. Я думаю, у них разбег в возрасте не слишком большой, то есть они друг друга обижать не будут. И мы на это, конечно же, посмотрим. Ну что, вот я выловил наших мальков сюда в тазик. И вот с этого количества, вот смотрите, столько получилось бесцветных. Ну вот видите, сколько здесь и сколько здесь. Ну примерно сколько, процентов 5, наверное, может 10 получилось бесцветных. Ну все, сейчас мы вот этих вот наших красавцев выпустим в большой аквариум. Итак, еще раз смотрим на эту красоту. И сейчас будем их выпускать. Так, эти наши друзья смотрят, что происходит вокруг, непонятно. Ну вот, мы сейчас будем
перемешивать фиолетовых, зеленых, красных, всех вместе. Сейчас эта банда будет в шоке. О, красавчики. Поплыли. Теперь красиво. Все цветное. Насыпал артемии. Все рыбки вместе уже кушают. Нормально себя чувствуют. Рассредоточились по всему объему. Нормально их здесь. Хочу сказать, не сильно они отличаются по размеру. Ну, чуть-чуть там сиреневые чуть побольше. Ну, никто никого не обижает, нормально себя чувствуют. Самы, конечно, в шоке. Толпа такая мелочи. Смотрите, малыши, а олофорус едят. Ну, они распробуют, и потом одного червячка съели и начинают следующего есть. Новый корм, но едят. Так, артемия досталась гупикам производам. Малинезии нерожающие. Вот эти друзья тоже получили порцию рачков. Несомненно, сюда дал производам. И вот сюда. Добавочку сделали нашим малышам-подросткам. Вот видите, в этом объеме они хорошо уживаются всей толпой такой, да? И хорошо развиваются. Темпы роста сразу заметные. Им здесь езди разгуляться и разбежаться. Подбирают и на дне, и в толще воды. Смотрите, нашим малькам тоже попала артемия. Тернеция красная. Они покушали, смотрите, какие толстенькие. Животики полные, желтые. Там, конечно, еще на дне есть артемия, но основная масса рыбок уже покушала. Вот их сколько здесь. Так, и вот этим нашим данио цветным тоже, смотрите, перепало. Тоже хорошо, они покушали. Вот размер такой 1,5 сантиметра. Вот им месяц. Еще будет где-то через 5 дней. Вот они такие. Друзья, ну и конечно же четвертый корм, который я использую на разводне. Надеюсь, вы уже догадались. Это у нас тудудун, мороженый мотыль. Вот немножко я его взял, он растал. И сейчас мы дадим нашим рыбкам. Посмотрите, как они у нас кушают его. Так, рыбки едят мотыль. Ну, конечно, наверное, они уже наелись. А я им еще мотыля дал. Но все равно все скушают. Да, едят уже неохотно, сушки наперлись. Но ничего, все скушают. Друзья, ну и конечно же, чуть я не забыл. 5-й корм, основной, стартовый для наших мальков и кромечущих рыб в основном. Это солоноводная коловратка. Вот смотрите, какая она. Вот ее прямо, она такими, как инфузория, свисает такими гроздями. Видите? Вот это самая прямая замена инфузории.
Держится ее культура на дрожжах. Раз в 3 дня я даю им дрожжей немножко. И культура поддерживается. В основном кормлю этим кормом Данио. Ну, могу первый раз, в первое кормление дать и тернеции. Вот такие мелкие организмы. Друзья, ну что, вот так незаметно прошел вечер. Сделали мы немало работы. И рыбок пересадили, и покормили разными кормами. Смотрите видео, которые появились на экране, они интересные и бесплатные. Кто не подписался, несомненно, подписывайтесь на канал. Нажимайте на закрашенный колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные видео. И до встречи на канале Разводня как хобби. Пока-пока.